Привет, с вами Михалыч, а в этом видео я покажу и расскажу, как правильно штукатурить цементной штукатуркой. Причем, используя данную смесь и инструмент, у вас получится это сделать очень быстро и ровно. Для тех, кто не знал, напомню, что я строю свой собственный дом и все этапы снимаю на видео. И вот когда стал вопрос штукатурки, а мне нужно было быстро отштукатурить котельную, чтобы ее обвязывать, так как уже приближались холода, а отопления в доме нет. И главный вопрос был, покупать готовую цементную смесь, либо готовить ее самому. Плюсы самостоятельной готовки смеси – это то, что она выходит дешевая, а минусы – это то, что ее долго готовить по отношению с готовой. Также она постоянно плывет, и в конечном итоге ее нужно затирать, чтобы она была ровная. А готовая смесь, она выходит процентов на 30 дороже, но приготавливается она очень просто. Также она имеет хорошую адгезию к поверхности, она не плывет, она эластичная из-за того, что в нее добавляют пластификаторы. И после оштукатуривания ее затирать не нужно, стена и так получается идеально ровная. Ну и во-первых, приготовление самой смеси. Я использовал недорогую штукатурную смесь, которая после высыхания набирает марку М70. Она продается по 25 кг. Пропорции воды, конечно, лучше посмотреть на упаковке именно вашей смеси, когда вы будете штукатурить, но в среднем это 5 литров на 25 кг. У меня это 60-литровый таз. Я в него сразу добавляю 10 литров воды и замешиваю 2 мешка. Первый мешок высыпаю и миксером его перебиваю с водой, получается очень жидкая сметана. Затем высыпаю второй мешок и уже тщательно вымешиваю до готовности, чтобы в растворе не оставались нерастворенные частицы. Если же сразу высыпать 2 мешка в воду, то в любом случае на дне у вас останется часть сухой штукатурной смеси, которую затем придется домешивать. Также обязательно не забываем мыть инструмент. Ну а теперь приступаем к штукатурке. Так как она с пластификатором, ковшиком накидывать ее не получится, она достаточно сильно прилипает к нему. Поэтому я использую 10-сантиметровый шпатель, также можно использовать мастерок для раствора. Берите покрупнее. И первый тонкий слой я всю наносимую площадь притираю к кирпичу. Кстати, предварительно перед штукатуркой стены нужно обеспылить. Можно сделать несколькими способами. Самый простой и экономный – это просто обмести стены влажным веником, но это не особо эффективный способ. Можно перед штукатуркой данной смесью просто с опрыскивателя опрыскать стены, чтобы размочить пыль на стенах и уменьшить впитываемость поверхности. Но этот способ подходит только для готовой штукатурной смеси. Для обычной штукатурки не делайте, штукатурка будет плыть. Ну и то, как сделал я, это в один слой просто загрунтовал готовой грунтовкой, укрепил тем самым стену и обеспылил ее. Ну а затем шпательком набираю большие ляпухи и накидываю их на стену в шахматном хаотичном порядке. Слой ляпухи должен выпирать за маяки хотя бы на 1 см, можно и больше, так как у нас есть незаполненное пространство между ляпухами, вот этот слой в них и пойдет. Для штукатурки я использую H-образное правило, от трапециевидных я отказался, так как это неудобно и долго. Чем же хорошо H-образное правило? В первую очередь у него большая плоскость, 11 см. Соответственно, мы можем дольше им работать и не сбрасывать лишнюю штукатурку в ведро. В отличие от трапециевидного, у которого рабочая плоскость всего лишь 4,5 см. Также из-за его формы оно очень удобно лежит в руках. А по цене оно стоит, в принципе, так же, как и трапециевидное. Ну и, собственно, приступаем к оштукатуриванию. Ну и, во-первых, так как мы нанесли более толстый слой, то первый раз по маякам у нас не получится нормально протянуть. Поэтому действуем следующим образом. Стягиваем штукатурку вверх правилом, при этом делаем движение влево и вправо. Так тянуть ее легче. Не стараемся сразу прижаться к маякам. Сначала мы держим его под углом где-то 45 градусов. Видите, у меня осталось немного штукатурки, и я ее снова примазываю к стене. Теперь сильнее придавливаю правило, уже набирается штукатурки еще больше, и я также ее примазываю к стене. Как видите, я ее совершенно не сбрасываю в ведро, а работаю таким правилом, как шпателем. Поэтому я и говорил в начале видео, что работая данной штукатуркой и данным инструментом, работать очень быстро и легко. Вы не затрачиваете работу на то, чтобы сбрасывать ведро, а затем снова донабрасывать в тех местах, где у вас образовываются пустоты на стенах. А как видите, данная штукатурная смесь хорошо держится на правиле, она не плывет, в отличие от обычной песчаной. Как видим, я всю штукатурку разгладил и ни разу не сбрасывал в ведро. Но там, где ее не хватило, опять же набрасываю шпателем штукатурку и снова стягиваю правило. И таким образом сразу получаю идеально ровную стену, гладкую, под дальнейшую обработку, шпаклевку, нанесение декоративных покрытий, либо же, как в моем случае, укладку плитки. И для тех, кто досматривает видео до конца, еще вам один совет. Когда вы стянули правилом штукатурку, разровняли стену, обязательно не поленитесь шпателем
край штукатурки вот таким образом пригладить. Сейчас объясню, для чего это нужно. Видите, везде я поприглаживал. А вот здесь с краю не пригладил. Как видим, штукатурка таким образом немного выпирает на меня. И вот там за ней образовываются небольшие пустоты. И если сразу затем накидывать штукатурную смесь и опять стягивать, там скапливается воздух. И у вас на штукатурке будут небольшие бугорки, которые будут сигнализировать о том, что там образовались пузыри воздуха. И останутся пустоты. Их нужно прокалывать и снова стягивать правилом. А дабы этого не делать, не затрачивать лишнее время, сразу приглаживайте каждый последующий слой шпателем. Ну и вот как видите результат. Штукатурка ровная, я ей дал нормально высохнуть, чтобы укладывать плитку. И так как я идеально ровно выставил маяки и также идеально ровно отштукатурил, то теперь плитку я просто укладываю под гребенку с использованием системы СВП. Это позволило мне сделать стену идеально ровной как в плоскости, так и по уровню. А видео о правильной и быстрой укладке плитки скоро выйдет у меня на канале, так что обязательно не пропустите его выход. У кого остались вопросы, задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня и легкой работы. До встречи в новых видео, пока!